Всем привет! Все привыкли к стандартным позициям из Макдональдса. Ко всяким бигмакам, гамбургерам, чизбургерам и картошке фри. Но, что если я вам скажу, что в истории Макдональдса было очень много разных блюд? Некоторые из них вы уже могли позабыть, а о некоторых даже и не знали, так как они вообще не из наших стран. Вот именно 3 такие блюда из Макдональдса мы сегодня приготовим. Поехали! Первое — это пицца Мак из Германии. Снаружи хрустящая булочка, покрытая слоем из моцареллы. Внутри двойная котлета с говядиной. Сыр, лук и томатный соус с травами, как для пиццы. Итак, начнем с булочек. Открываем молоко и вливаем в миску 250 грамм. Столько же воды. 10 грамм дрожжей. Столовая ложка сахара. Размешиваем и оставляем на 10 минут. Как только появились пузырьки, значит дрожжи заработали. Поэтому берем муку. Открываем. И отправляем в миску. Также немного соли. И начинаем замешивать. Постепенно добавляем муку, вымешиваем до неприлипающего к рукам теста. Открываем масло. И пару столовых ложек вливаем в углубление в тесте. Вмешиваем его. Тесто готово. Рукой разделяем его на 2 равных части. Каждую часть скатываем в шарик. И раскатываем скалкой в толстый пласт. Кладем один на второй. И с помощью кулинарного кольца продавливаем 4 будущих булочки. Лишнее тесто убираем. А сами заготовки переносим на противень, простеленный пергаментом. И чтобы они не обветривались, накрываем полотенцем. И даем подняться 1 час. А пока нам нужен твердый сыр моцарелла. Он пойдет наверх нашей булочки. Натираем его на терке. Все, час прошел. И тесто хорошо поднялось. Разбиваем в пиалку 1 яйцо. И взбиваем кисточкой. Смазываем булочки, чтобы потом они были румяными. И посыпаем сыром моцарелла. Благодаря яйцу сыр прилипает и не скатывается вниз. Отправляем в духовку на 25 минут при 200 градусах. Сыр запекся на булочках и, по-моему, получилось просто очень похоже на оригинал. А сейчас делаем томатный соус, как для пиццы. За основу берем обычный кетчуп. К нему добавляем сухой чеснок и сушеный базилик. Перемешиваем. И томатный соус готов. Также почистим лук. И нарезаем его мелким кубиком. А вот теперь переходим к котлетам. Открываем говяжий фарш. И отделяем 250 грамм. Перекладываем на досточку. Солим. Перчим. И все перемешиваем руками. На кусочек пергамента ставим кулинарное кольцо. Фарш делим пополам. И распределяем одинаковым слоем внутри кольца. Поднимаем. И точно так же поступаем со второй половиной фарша. Ставим сковородку на огонь. Взбрызгиваем оливковым маслом. И отправляем обжариваться котлеты. Через 1,5 минуты переворачиваем. А еще через 1,5 снимаем. Берем 1 булку и разрезаем пополам. Обжариваем на сухой сковородке до небольшой корочки. Итак, начинаем собирать. Сначала идет котлета. Открываем сыр в пластинках. И выкладываем на котлету пару ломтиков. Сверху еще 1 котлету. Смазываем соусом. И посыпаем мелко нарезанным луком. Накрываем булочкой. Пицца Мак готов. Это не похоже на рядовой бургер из Макдональдса. У него сырная булочка и соус очень напоминает пиццу. Не понимаю, почему такое не ввести в наш Макдональдс. Ведь это очень вкусно.
Следующая позиция — это Mac Shaker Fries из Малайзии. Это один из самых диковинных вариантов привычного картофеля фри. Покупателю выдают пакет со специями и бумажный пакет с картошкой. Специи нужно самостоятельно высыпать в пакет с картошкой, а затем его тщательно встряхнуть. Итак, начнем. Сначала нужно сделать просто картошку фри. Берем картошку и чистим ее. Затем нарезаем на одинаковые пластинки. И нарезаем брусочками. Главное сделать брусочки плюс-минус одинакового размера, чтобы время приготовления было равным. Брусочки отправляем в холодную воду, чтобы лишний крахмал из них вышел. И спустя минут 10 перекладываем картошку в кипяток. Обвариваем ее в течение 5 минут, чтобы потом она была как в Макдональдсе. Мягкая внутри и хрустящая снаружи. Перекладываем ее на поднос. И распределяем. Ставим в морозилку на 5 часов, пока она полностью не замерзнет. Нам нужна глубокая сковородка. Выливаем в нее целую бутылку подсолнечного масла. Разогреваем его. Картошка уже полностью замерзла. Обжариваем ее. Как только картофель начинает темнеть, вытаскиваем его из масла и перекладываем на бумажные полотенца. А теперь нам нужно замешать набор специй. Сначала перец чили, черный перец, сушеный чеснок с травами, и копченая паприка. Можно использовать и обычную. Готово. Берем бумажный пакет. Всю картоху сбрасываем в него. Засыпаем специями. Закручиваем пакет и трясем. Mac Shaker Fries готов. Казалось бы, так просто, та же картошка фри, только со специями. Но насколько это вкуснее обычной картошки? Просто в разы. Обязательно попробуйте такую приготовить. И последнее — это Chocolate Mac Toast из Германии. Это тосты, которые представляют из себя две жареные лепешки из пшеничной муки с шоколадом внутри. Это самое простое на сегодня. Даже тесто замешивать не нужно, потому что идеально подходит магазинное. Берите слоеное. Припыляем стол мукой. Открываем тесто. И бросаем его на стол. Раскатываем скалкой в тонкий пласт. С помощью кулинарной формы выдавливаем круг. Убираем лишнее тесто. А теперь нам нужна нутелла. Открываем ее. Набираем внешней стороной ложки. И размазываем по половине теста. Также будем использовать молочный шоколад. Открываем его. И разламываем на кубики. Выкладываем поверх нутеллы. Накрываем второй половиной теста. И края прижимаем, по сути формируя такой чебурек. И ничего не добавляя, просто кладем наш Mac Toast. Через 3 минуты переворачиваем. И видим, какой он получается красивый и золотистый. И хрустящий. Ждем еще столько же и снимаем со сковородки. Можно разрезать пополам. По-моему, получилось слишком хорошо. Даже лучше, чем в оригинале. А по вкусу, я думаю, ничего объяснять не нужно. Это невероятно вкусно и сладко. А слоеное тесто полностью прожарилось. Даже за такой небольшой промежуток времени. Если нужно сделать что-то очень вкусное и очень быстро, то это то, что нужно. Мы приготовили целое меню из забытых позиций из Макдональдса. А если вы хотите продолжение, то просто ставьте лайки. И если наберется 300 тысяч лайков за день, то мы продолжаем. Пишите в комментариях, что вы чаще всего покупаете в Макдональдсе. Например, я Биг Мак, картошку фри, наггетсы и колу. Не забывайте подписываться на канал и на Инстаграм. Всем пока!